Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада видеть вас на моем канале и надеюсь, что вы сюда возвращаетесь с удовольствием, потому что у меня для вас новый мастер-класс. Я решила связать свитер с круглой кокеткой. У меня свитер связан из пряжи Drops Baby Merino. Это 100% меринос. В одном мотке 50 грамм, 175 метров. Цвет у меня 02. Такую пряжу вы можете приобрести на сайте Мир Крестиком. У них представлена цветовая палитра на сайте. Вы также можете все это там посмотреть, почитать. Состав пряжи также можете увидеть. Там пряжа очень нежная и мягкая. Вообще меринос я очень люблю, поэтому не раздумывая его взяла. И если вы будете делать заказ, вы также можете получить на сайте скидку в 10%, если введете специальный промокод, который указан под видео в специальной графе во время оформления заказа. Расход точный я пока вам не могу сказать. Я взвешиваю свой свитер и точно до граммов вам напишу, сколько он у меня получился. Он у меня на данный момент уже после стирки. Он, в общем-то, у меня готов к использованию. Размер 44-46. Все расчеты для него я делала как на 44, но у меня мой личный 46, и он прекрасно на меня садится. По груди его ширина 47. Рукав длина 51, по-моему, измеряю я от подмышки. Да, 51, почти даже 52. Длину рукава вы можете регулировать по своему желанию. В общем-то, как и длину тела свитера. И его длина от плеча, от горловины 55 сантиметров. Тоже можете регулировать ее короче, либо длиннее, как вам нравится. Крючок у меня был 3,5. И прежде чем приступить к расчетам, необходимо обязательно связать образец. Это я всегда вам говорю. Но в данном случае для мериноса я обязательно советую вам его постирать. Когда я связала образец и постирала его, я приложила к нему сантиметровую ленту и посчитала, сколько у меня столбиков получилось в 10 сантиметрах. У меня вышло 21 столбик. Значит, в 1 сантиметре у меня получилось 2,1 столбика. И это плотность вязания, которая необходима в расчетах. Обхват груди у меня в расчетах 88. Это 44 размер. Прибавку никакую делать я не буду. И сразу умножаю 88 на 2,1. Это плотность вязания, про которую я ранее говорила. У меня получается 185. Это уже округленная цифра. Сразу нужно найти горловину. Сколько по горловине у меня будет петелек. 185 я делю пополам. У меня получается, что по горловине должно быть 93 столбика. Если вы, например, рассчитываете на 48, у вас свой 48, тогда делайте расчеты как для 46. То есть берите на один размер меньше, чем ваш фактический размер по груди, и рассчитывайте. Раппорт моего узора в первом ряду будет 3 столбика, поэтому 93 я делю на 3. У меня получается 31 раппорт, а у меня должен быть в каждом ряду. И прибавки я буду делать в каждом 4-м ряду. И теперь я нахожу подрезы. На них у меня приходится 8% от расчетного числа столбиков по груди, это 185. И 8% это будет 15. Я 8 умножила на 185, разделила на 100, получилось 15. Вы также считаете для своего размера. Теперь примерно считаем рукав. 33%, но это вместе с подрезами. 33 я умножаю на 185, делю на 100. У меня получается 61. То есть у вас во всех этих формулах будет меняться цифра 185 на свою. Если у вас такой же размер, то берите также 185. Далее мы подсчитываем количество столбиков в последнем ряду кокетки. Я от 185 отнимаю количество подрезов, умноженное на 2. У меня получается 155. 61 это столбики рукава умножаю на 2, потому что 2 рукава, я отнимаю от них подрезы, умноженные тоже на 2. У меня получается 92. Складываю эти суммы между собой, у меня получается
получается 247. Это количество столбиков в последнем ряду кокетки. И также нужно вообще посчитать, сколько рядов в кокетке будет. От 147, это количество столбиков в последнем ряду кокетки, отнимаю 93, это количество столбиков в первом ряду кокетки. У меня получается 154, то есть всего у меня должно быть прибавлено 154 столбика. Так как у меня будет 31 раппорт, я 154 делю на 31. Получается у меня 4,96. И так как я буду делать прибавки в каждом четвертом ряду, я вот эту полученную цифру 4,96 умножаю на 4. И у меня получается 19,8. Округляю до 20. То есть у меня должно быть 20 рядов в моей кокетке. Надеюсь, что вы поняли. Я максимально постаралась объяснить вам, откуда какая цифра берется и что значит. Ну, кроме вот этих 4,96. И, в общем-то, дальше все следующие расчеты, которые у меня будут, я вам расскажу уже по ходу вязания. Сначала я свяжу резинку по горловине. И для этого мне нужно набрать цепочку из 6 воздушных петель. Теперь я пропускаю одну воздушную петельку, первую, во вторую вставляю крючок, вытягиваю пряжу и сразу провязываю петлю на крючке. Это полустолбик. Провязываю еще 4. Всего у меня их получилось 5. Это первый ряд. Делаю воздушную петельку, разворачиваю, начинаю второй ряд. Воздушную петлю, которую только что сделала, я пропускаю. И в первый столбик предыдущего ряда я вставляю крючок и захватываю его за заднюю стеночку. Вот это передняя стенка, вот это задняя. Подхватываю вот так и провязываю также полустолбик, как в первом ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Второй ряд у меня связан. И теперь повторяю второй ряд, делаю воздушную петлю, разворачиваю и также за заднюю стеночку я провязываю 5 полустолбиков. И всего мне нужно провязать 93 ряда. Я связала все 93 ряда. 93, потому что в расчетах для набора у меня получалось 93 петли. Но если я буду просто набирать воздушную цепочку из 93 петель, то горловина у меня будет узкая, голова не пройдет. И поэтому я решила связать сначала резинку из такого же количества рядов, а потом уже провязать первый ряд. Теперь мне нужно резинку замкнуть в кольцо. Я делаю также воздушную петлю, разворачиваю, складываю резинку пополам, совмещаю вот эти кончики, края резинки, и также полустолбиками буду их соединять. Сначала на вот этом переднем краю я также захватываю первый столбик за заднюю стеночку, затем на вот этой стороне на второй и провязываю полустолбик. И так соединяю каждый столбик на каждой половинке. Соединила резинку в кольцо, она достаточно эластичная. Не переживайте, через голову она обязательно пройдет. И теперь я начинаю вязать первый ряд. Делаю 3 воздушные петельки для подъема. И в каждый ряд резинки я провязываю по одному столбику. Делаю накид, и крючок я буду вставлять между вот этими косичками. Здесь по краю у меня между косичками по 2 петли. 1, 2, 3, 4. И в них я буду вставлять крючок, провязывать по одному столбику. И у меня должно получиться 93 столбика с одним накидом. В конце первого ряда я крючок вставляю в третью петельку столбика подъема, который у меня был в начале ряда. Вытягиваю петельку и провязываю петлю на крючке. Это
соединительная петля, либо такой же полустолбик, как у меня здесь были провязаны. Вот такая получается у меня горловина. Она хорошо растягивается. Еще раз вам показываю. Вот эта сторона, с которой я провязала первый ряд, это будет у меня лицевая сторона. Теперь я делаю 3 воздушных петельки для подъема, разворачиваю и буду вязать уже узор. Делаю накид, пропускаю 2 столбика предыдущего ряда, в третий вставляю крючок и провязываю столбик с одним накидом. Теперь 1 воздушная петля, накид, возвращаюсь назад, первый пропущенный, второй, то есть вот в этот самый первый столбик я вставляю крючок, вытягиваю петлю. Накид я сделала в начале, делаю еще 1 накид, вытягиваю вторую петлю, еще 1 накид, третью петлю. Этого вполне может быть достаточно, но я хочу сделать из 4 накидов и 4 петель. Делаю еще накид и еще 1 петлю. Теперь, сделав накид, этим накидом я провязываю все петли на крючке. Так у меня столбик будет более объемным. И дальше я уже накида не делаю, не провязываю вот эту петельку, как обычно провязывается пышный столбик. Оставляю его вот так. Теперь делаю накид, пропускаю 2 следующих столбика. Вот сюда у меня был провязан столбик с одним накидом. Пропускаю 1, 2, 3, в третий провязываю столбик с накидом, и я уже, получается, повторяю вот эту часть узора. Провязала столбик, воздушная петля, накид, и возвращаюсь к первой пропущенной. Эту я пропустила, пропущенный столбик, и вот сюда возвращаюсь и провязываю точно такой же пышный столбик. Накид, петля, накид, петля вторая, третья и 4, накид, и провязываю все вместе. И вот так провязываю узор до конца ряда. После 31 раппорта я крючок вставляю в третью петельку столбика подъема, как в предыдущем ряду, и провязываю полустолбик. Второй ряд у меня завершен. Теперь третий ряд, и я его провяжу точно так же, как второй. Разворачиваю, делаю накид, пропускаю первый столбик, а это получается у меня пышный. Можно ориентироваться по верхней части. 1 косичку пропускаю, вторую пропускаю и в третью вставляю крючок. Провязываю столбик с одним накидом, делаю воздушную петлю, накид, возвращаюсь к первому пропущенному вот сюда и провязываю опять пышный столбик. И вот так я провязываю весь ряд. Следующий 4 ряд, и в нем у меня будут прибавки. Делаю 3 воздушные петельки для подъема, разворачиваю. В первом ряду, вот в этом, после резинки, у меня на 1 раппорт было 3 столбика с одним накидом. Так как здесь я буду делать прибавку, то на 1 раппорт я должна провязать 4 столбика. 1 столбик — это прибавка. И получается, что вот этот вот один элемент, он как раз приходится на 1 раппорт. Вот этот вот элемент. И здесь получается также 3 петли сверху. Вот 1, 2, 3. Это уже пошел 2 раппорт. И теперь в первый столбик предыдущего ряда, это пышный вот этот получается, я провязываю 2 столбика с одним накидом вместе. Это прибавка. Дальше в 2 вот этих столбика, 1, 2, 2 петельки сверху видно, я провязываю по одному. И теперь повторяю. 2 столбика вместе. Здесь очень важно не запутаться, куда эти столбики провязывать. Затем вот у меня петля, тут воздушная петля, и вот столбик. Провязываю
теперь по одному столбику с накидом петельку и в следующий столбик. И опять повторяю до конца ряда. Вот такой кружочек у меня уже получается. 4 ряда связаны. И теперь 5-й ряд. Я делаю 3 воздушные петельки для подъема. Разворачиваю. Этот ряд я просто провязываю из столбиков с одним накидом, без прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда я провязываю по одному столбику с накидом. Как всегда, я делаю 3 воздушные петельки для подъема, разворачиваю, сразу делаю накид и буду вязать попеременно столбики с одним накидом и воздушные петли. Прибавок в этом ряду я не делаю. У меня прибавка в каждом 4-м ряду. 1, 2, 3, 4. Здесь была прибавка, и следующий ряд будет 8-й. Провязываю 1 столбик с накидом, столбик предыдущего ряда, воздушная петля, накид, пропускаю 1 столбик, следующий провязываю опять столбик с накидом, воздушная петля, накид, пропускаю 1 столбик и повторяю я до конца ряда столбики и воздушные петли, и в конце у меня вот здесь уже будет воздушная петелька. Я довязала 6-й ряд, уже провязала 3 воздушные петельки для подъема начала 7-го ряда. И хотела сказать вам, что вам может показаться, что вот эти вот воздушные петли между столбиками как бы немного ряд стянули. Но в этом нет ничего страшного. Его можно вот так вот руками подтянуть, и все, абсолютно все укладывается опять на свои места, и круг получается идеальным. 3 петельки сделала, разворачиваю. Следующий 7-й ряд я его провязываю точно так же, как и предыдущий. Провязываю сначала столбик с накидом, воздушная петля. Можно, в принципе, не втыкать крючок прям в воздушную петельку, а провязывать вот так. Тут уже как вам нравится больше. И я повторяю полностью предыдущий ряд. И следующий у меня будет 8-й, в нем я уже буду делать прибавки. 8-й ряд, 3 воздушные петли я сделала, разворачиваю, делаю накид и провязываю прибавки. В 4-м ряду у меня прибавка была такая: 2 столбика с одним накидом вместе и 2 столбика по одному. В этом 8-м ряду у меня будет 2 столбика с одним накидом вместе и 3 столбика по одному, увеличивается на 1. Провязываю 2 столбика с одним накидом вместе и 3 столбика по одному. И дальше я уже повторяю. Опять 2 столбика с одним накидом вместе и 3 столбика по одному. Вот так я довязываю ряд до конца. И после того, как я довяжу этот ряд, я уже буду повторять, начиная с 1-го ряда. 1-й ряд у меня был без прибавок, значит, следующий 9-й после вот этого 8-го я провяжу точно так же, без прибавок. Затем повторю 2 вот этих ряда. Они у меня абсолютно так же провязываются, но за счет того, что у меня в 4-м и 8-м рядах были прибавки, конечно, у меня количество вот этих вот пышных столбиков будет больше, но провязываются они по такому же принципу. Затем уже в следующем ряду, это будет уже 12-й ряд, я тоже буду делать прибавку. Какое количество столбиков в одном раппорте в рядах с прибавками я вам обязательно здесь оставлю на экране в виде схемок. И, конечно же, подпишу, в каких рядах будут прибавки. Это ряды 4, 8, 12, 16 и 20. У меня всего будет 20 рядов в кокетке, поэтому я вяжу до 20 ряда включительно. Все остальные ряды провязываются без прибавок и аналогичным образом, как уже провязанные. Если вдруг у вас количество рядов в кокетке больше, чем у меня, то вы, соответственно, добавляете нужное количество
вам рядов. И если будут ряды с прибавками, то увеличиваете в каждом последующем ряду с прибавкой на 1 столбик в раппорте. Ну и в общем-то я теперь довязываю 8 ряд и продолжаю свое вязание, естественно, с прибавками в озвученных мною рядах, пока я не свяжу кокетку количеством 20 рядов. У меня готова кокетка, вот такая она получилась. Это лицевая сторона, это изнаночная. Они, в общем-то, абсолютно одинаковые, но на изнаночной я оставила узелки, чтобы не запутаться. И еще у меня вот здесь образовался шов. Без шва, к сожалению, я обойтись не смогла, потому что перейти вязать вот такие вот пышные вот эти столбики без шва у меня без стыка бы просто не получилось. И я решила все-таки его оставить. Но он будет у меня на спинке, и я не думаю, что он будет создавать какого-то дискомфорта внешнего. Я теперь посчитала уже количество столбиков, которые у меня получились в последнем ряду. И также в последнем ряду у меня были прибавки. И по итогу у меня 250 столбиков. Вот этот вот столбик подъема я нигде, ни в каких рядах не считала. Теперь я буду делить эти столбики на 4 части. Это 2 рукава, спинка и перед, чтобы перейти вязать уже тело моего свитера. 250 я делю на 3. Одна часть это спинка, одна часть 2 рукава и одна часть это перед. При делении у меня получается 83 плюс 1 остаток. То есть получается, что на спинку у меня будет 83 столбика. На 2 рукава 83 делю на 2. Получается 41 столбик на каждый рукав и плюс единица в остатке. И на перед также 83 столбика. И к переду я уже прибавляю вот этих 2 остатка, то есть 2 вот этих единицы. И у меня получается 85 столбиков. И так как спинка должна быть поуже, чем перед, я со спинки убираю 1 сантиметр, это 2 столбика из плотности вязания, на перед. Получается, что на спинке у меня 81 столбик, на каждом рукаве по 41 столбику, и по переду у меня 87 столбиков. Теперь я буду вязать скрытый росток. Он будет по спинке, как всегда, из 2 рядов. Так как на спинку у меня должен быть 81 столбик, то я как раз их и буду сейчас провязывать. Я разворачиваю вязание также поворотными рядами, делаю накид, и в столбике предыдущего ряда я провязываю по 1 столбику в количестве 81. Вот эти 3 воздушные петельки я не считаю. Первый ряд я провязала, и теперь второй. Делаю 3 воздушные петли, разворачиваю и также провязываю 81 столбик в обратном направлении до вот этого места. Росток готов, вот он, и это только спинка. Теперь я буду вязать тело свитера. Делаю 3 воздушные петельки, разворачиваю и провязываю всю спинку до вот этого места. И буду вязать подрезы. Теперь я набираю 15 воздушных петель для подрезов. Дальше мне нужно пропустить столбики рукава. У меня их 41. Я отметила булавочкой. Получается, что вот до булавки у меня как раз 41, а после булавки у меня уже идут столбики переда. Я делаю накид, и в первый столбик после булавки провязываю столбик с 1 накидом. Также я отсчитала с этой стороны также 41 столбик на второй рукав. И получается, что у меня между булавками остались столбики переда. И теперь я провязываю именно между булавками по 1 столбику с накидом. У меня их должно получиться 87. Теперь для второго подреза я также набираю 15 воздушных петель. Вставляю крючок в верхнюю петельку столбика подъема, который был в начале ряда, и провязываю соединительную петлю. Ряд разделения на рукава и на тело свитера у меня завершен. И дальше я буду вязать уже тело моего свитера. 3 воздушные петельки для подъема, разворачиваю, вяжу я поворотными рядами. И теперь в каждую воздушную петельку обоих подрезов я провяжу по 1 столбику, по переду
И по спинке также я буду провязывать по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. До тех пор, пока не провяжу весь ряд до вот этого места. И вот таким образом я буду вязать все последующие ряды до желаемой длины. Я связала 32 ряда от подрезов до низа. И теперь я буду переходить к резинке. Вы можете связать больше, если хотите, чтобы ваш свитер был длиннее, чем мой. Резинку я буду вязать простую, как вяжу в большинстве своих свитеров. Для этого я сделала 2 воздушных петельки. Последний ряд, вот этот 32, у меня был провязан с лицевой стороны. И дальше я резинку буду вязать только с лицевой стороны. Ряды уже я разворачивать не буду. Вязать я буду ее рельефными столбиками, лицевыми и изнаночными. Я делаю накид, крючок завожу за первый столбик, огибаю его, делаю накид, вытягиваю петлю, делаю еще один накид, провязываю 2 петли, еще накид, еще 2 петли. Это у меня лицевой рельефный столбик, либо выпуклый. Теперь провязываю вогнутый. Сделала накид и огибаю следующий столбик, крючок завожу с обратной стороны, вытягиваю петельку, накид 2 петли, накид еще 2 петли. И вот такими столбиками по переменке я провязываю весь ряд. И когда я довяжу этот ряд до конца, то провяжу точно так же еще 5 рядов. У меня в итоге будет 6. То есть я сделаю 2 воздушные петельки, разворачивать ничего не буду. И также буду вязать выпуклый, вогнутый по переменке. И у меня всего будет 6 рядов резинки. Резинку я довязала. И теперь перехожу к рукавам. Начинать я их буду от середины подреза. На каждый подрез я набирала 15 воздушных петель. Значит, делю это количество пополам. Получается, что мне нужно отступить вот здесь по краю 7 петелек с этой либо с этой стороны. И у меня посередине останется 1 петелька. Ее я сейчас найду и с нее начну вязать. И также еще нужно обратить внимание на последний ряд кокетки. У меня он был провязан с изнаночной стороны. Вот это у меня лицевая сторона. Значит, следующий ряд я уже начинаю с лицевой стороны, так как у меня поворотное вязание. Я нашла центральную петельку на подрезе, беру пряжу и в нее провязываю 3 воздушные петельки. Делаю накид и дальше вот всем вот этих петелек, которые у меня по краю вот здесь идут, по подрезу я провязываю 7 столбиков с одним накидом. Дальше у меня идет росток. Здесь у меня 3 ряда, 2 из них на росток были и 1 ряд перехода. Это у меня получается правый рукав. На левом рукаве, когда я буду вязать его, у меня будет передний вот этот ряд перехода. И здесь я сейчас буду провязывать равномерно в край вот этих 3 рядов 7 столбиков с одним накидом. Я уже такое много раз показывала, и если вы вязали по моим мастер-классам, то вам понятно, как я провязывать буду. Если нет, то внимательно посмотрите. Первый столбик я провязываю на границе 2 рядов вот этого ряда и вот этого ряда. Вот сюда на границу вставляю крючок и провязываю столбик с накидом. Дальше я провязываю следующий столбик в середину крайнего столбика. Это второй. Затем опять на границе 2 рядов. Третий. Дальше опять в середину крайнего. Четвертый. Опять граница. 5. 6 опять в середину крайнего. И 7 это граница. Это по сути вот это место, куда у меня был провязан вот этот крайний столбик. И дальше я уже провязываю по кокетке рукава, столбики до вот этого ряда. По кокетке рукава у меня получился 41 столбик. И теперь вот в этот ряд я должна провязать также равномерно 3 столбика с одним накидом. Первый столбик я провязываю вот в это место. Это место
соединение двух рядов, либо граница, затем в середину столбика крайнего. И третий столбик я провязываю также на границе двух рядов, вот сюда. И дальше у меня остается 7 столбиков по подрезу. Первый ряд я провязала, в конце соединительную петельку сделала. Теперь я также, как всегда, делаю 3 воздушные петельки для подъема, разворачиваю и буду просто провязывать столбики с одним накидом в столбики предыдущего ряда. Просто в каждый столбик провязываю по одному столбику до тех пор, пока не свяжу 20 рядов рукава. Это у меня второй ряд. Вяжу до 20 включительно. Дальше, начиная с 21 ряда, я буду делать убавки. Я уже сделала 3 воздушные петельки для подъема, разворачиваю. И сразу в начале следующего ряда я делаю одну убавку, накид, и буду провязывать 2 столбика с одной вершиной вместе. В следующий столбик предыдущего ряда вставляю крючок, вытягиваю петельку, делаю накид, 2 петли вместе, накид, следующий столбик, вытягиваю петлю, накид, 2 петли вместе. На крючке у меня 3 петли, делаю накид и провязываю их вместе. И таким образом я сделала одну убавку. Дальше я провязываю ряд до конца из столбиков с одним накидом, то есть в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю по одному столбику с накидом. Следующий 22 ряд я делаю 3 воздушные петельки, разворачиваю и так же, как в предыдущем ряду, сразу делаю убавку. И дальше я провязываю просто по одному столбику с накидом до конца ряда. И получается, что все последующие ряды я буду провязывать точно так же. В начале ряда я делаю одну убавку, а дальше провязываю столбики с накидом без убавок. И вязать я так буду до желаемой длины рукава, с учетом того, что по низу рукава у меня будет резинка. Я довязала рукав, и рядов с убавками у меня получилось 24. И после того, как я все их связала, 24 этих ряда, я связала один ряд без убавок. Просто в каждый столбик предыдущего ряда провязала по одному столбику с накидом. И затем я уже связала резинку. Манжет у меня такой вот получился. Вязала я ее точно так же, как по низу, как вот эту, только здесь у меня меньше рядов. На манжет я решила связать 16 рядов. Такой он у меня длинный, красивый получился и достаточно эластичный. И, конечно же, после того, как я довязала вот этот рукав, я связала второй. Вяжется он точно так же, как и первый. И, в общем-то, на этом все мое вязание закончилось. Свитер свой я уже постирала, он у меня уже высушен и, в общем-то, готов к использованию, можно его носить. Надеюсь, что узорчик по кокетке вам понравился. Мне хотелось чего-нибудь не слишком сложного и в то же время красивого и интересного. Косы уже достаточно много навязаны, хотелось пышных столбиков. У меня уже есть один мастер-класс с круглой кокеткой, крючком, тоже с пышными столбиками. Я оставлю для вас ссылочку вот здесь, в этом уголочке. Надеюсь, что свитерочек вам приглянется. Вы, может быть, свяжете себе или ребенку, либо, может быть, вообще сделаете family look. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо, что досмотрели мой мастер-класс до конца. Я надеюсь, что он вам понравился, а возможно, что и нет. Так что оценивайте его в зависимости от того, понравился он вам или нет. Ну и надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Приходите на мой канал. До встречи. Пока-пока.